Сегодня мы окунемся в эпоху золотой лихорадки, доедем до канадской границы и поднимемся на заснеженный перевал White Pass. Прокатимся на историческом поезде по знаменитой железной дороге, которая когда-то связывала Скагвей с канадским Юконом. Посетим 2 бесплатных музея, заглянем в бывший бордель, погуляем по городским улицам и, конечно же, полюбуемся аляскинской природой. Всем доброе утро из Скагвея. Наш день начнется с экскурсии к перевалу White Pass, а потом мы погуляем по самому городу, история которого неразрывно связана с клондайской золотой лихорадкой. И самое интересное, в самом Скагвее золота практически не было. Зато именно сюда, к этому маленькому порту на Аляске, в конце 19 века устремлялись тысячи людей, мечтавших разбогатеть на золотых приисках Клондайка. Берем паспорта и спешим на берег. Там нас уже ждет экскурсионный автобус. Скагвей стремительно вырос в 1897 году, когда сюда хлынули тысячи старателей, направлявшихся к золотым месторождениям канадского Юкона. Благодаря своему расположению он стал одним из главных пунктов на пути к Клондайку. И очень скоро стало понятно, золото здесь добывали не только в земле. Настоящей золотой жилой для местных жителей стали сами старатели. Им нужны были еда, одежда, инструменты, транспорт, и все это продавалось по огромным ценам. К тому же канадское правительство требовало от каждого человека, направлявшегося в Клондайк, иметь с собой годовой запас продовольствия и необходимых припасов весом около 1 тонны. Поэтому путешествие на север начиналось с настоящей горы груза. Сейчас мы выезжаем на Клондайское шоссе. Нам предстоит проехать около 22 километров и подняться почти на 900 метров над уровнем моря к перевалу White Pass. 130 лет назад здесь не было ни дороги, ни удобного транспорта. Старателям приходилось преодолевать перевал пешком или на лошадях, таща за собой огромные грузы. White Pass получил печальную известность как тропа мертвых лошадей. Животных перегружали, они падали, замерзали и погибали от изнеможения. По оценкам национального парка, на этом маршруте погибло более 3000 вьючных животных. Вскоре здесь появился новый, по-настоящему легендарный маршрут The White Pass and Yukon Route. Отсюда открывается отличный вид на эту историческую железную дорогу. И прямо сейчас мы можем наблюдать, как по ней проходит поезд, словно оживает сама история. Ее строительство началось в 1898 году и стало настоящим инженерным подвигом, который сегодня поражает своим размахом. Люди буквально пробивали путь сквозь горы, работали на отвесных склонах, вручную с лопатами и кирками, использовали черный порох и колоссальные усилия тысячи рабочих. И все это в невероятно сжатые сроки. Всего через 2 года, 2 месяца и 2 дня строительство было полностью завершено. В проекте приняли участие около 35 тысяч рабочих, а общая протяженность этой узкоколейной дороги составила примерно 177 километров. А мы продолжаем подниматься все выше. Пейзаж стремительно меняется, леса остаются внизу, а вокруг становится все больше снега, суровых горных пространств, и все сильнее сгущается туман. Сейчас середина мая, а здесь вот такая зима настоящая, столько снега. Сегодня нам ужасно не повезло. Наш экскурсовод сказал, что первый раз за 20 лет его опыта такая ужасная погода. Мы подъехали к государственной границе США и Канады. Пограничник проверяет наши паспорта. Автобус разворачивается и едет обратно. Следующая наша остановка у знаменитого деревянного стенда «Добро пожаловать на Аляску». И вот мы на перевале White Pass, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Здесь, среди этих бескрайних снежных просторов, особенно остро понимаешь, через что приходилось проходить
людям 130 лет назад ради призрачной мечты о золоте. Становится понятно, почему они были готовы платить огромные деньги за возможность ехать по железной дороге, лишь бы больше не тащить тяжелые грузы через этот суровый перевал. Все, мы едем на завод. Туман, ничего не видно. Сейчас мы как раз снова проезжаем мимо путей этой легендарной железной дороги. В прошлую поездку нам удалось прокатиться по этой узкоколейке, и сейчас я хочу поделиться с вами потрясающими видами настоящей Аляски, которые открывались прямо из окна вагона. Сегодня эта железная дорога признана выдающимся памятником инженерного наследия, наравне с Эйфелевой башней и Панамским каналом. А между вагонами предусмотрены вот такие открытые тамбуры. Я вышла на улицу, снимаю здесь. Сейчас какой-то мост должен быть. Да. Здесь, конечно, страшновато. Вон как красиво там. Перед нами старый мост через ущелье мертвых лошадей. Когда-то он был самым высоким мостом в мире, а сегодня его оставили как исторический памятник. Такая же речка, как там, только еще красивее, еще больше. Вода зеленая. А ты в туннель боишься опять заехать? Там темно. Сейчас 3 раза дольше. Да, страшно тебе? Можно успеть испугаться. Заезжаем в туннель. Что ты говоришь, Павлик? Над пропастью едем всю дорогу. Знал бы, я бы не поехал. Хорошо, что ты не знал. Ты можешь сойти в любой момент. Не дают. После такой красоты все-таки пора возвращаться в наш сегодняшний туманный день и в Соединенные Штаты Америки для пограничного контроля. Наша короткая экскурсия подходит к концу, и мы проезжаем по улицам жилых кварталов Скагвея. Сегодня постоянное население города составляет около 1000 человек. Трудно поверить, но во времена золотой лихорадки это был крупнейший город на Аляске. Его население достигало 10 тысяч человек. А в туристический сезон, в самые загруженные дни, сюда прибывает до 11 тысяч туристов. Город мгновенно заполняется людьми, и со стороны это действительно выглядит так, будто на Клондайке снова нашли золото. При этом жизнь местных жителей полна своих уникальных особенностей. Им приходится очень бережно относиться к своему здоровью и здоровью своих питомцев, ведь в Скагвее нет полноценной больницы. Здесь есть небольшая медицинская клиника, и наш гид нам сказал, что там работает всего одна медсестра. Поэтому будущим мамам приходится заранее уезжать из города, чтобы рожать в Джуно или в другом городе. С ветеринарной помощью дела обстоят не менее необычно. Постоянного ветеринара в городе тоже нет, поэтому местным приходится ждать приезда специалиста или везти своего питомца в Канаду. А несколько раз в год сюда приходит специальная плавучая ветеринарная клиника, которая превращается в настоящую больницу прямо на борту судна. Здесь всего одна школа, но дети, как и везде, не только учатся, но и занимаются спортом. У них есть свои баскетбольные и волейбольные команды. Только вот на соревнования школьники отправляются не на традиционных желтых школьных автобусах, а на паромах или самолетах. Ну а сейчас пришло время просто погулять по городу. Мы сейчас идем по самой старой улице Скагвея. Такие деревянные настилы. Девушка зазывает на шоу.
Red Onion Saloon, это бывший бордель. Вон в окнах видны манекены девочек. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, что сейчас там внутри. Когда-то это был один из самых известных и фешенебельных борделей на севере, а сегодня здесь работает бар-ресторан. На втором этаже находится музей, где гиды в исторических костюмах рассказывают о непростой судьбе девушек, работавших здесь во времена золотой лихорадки. Гуляя по историческому центру, невозможно не обратить внимание на здание Арктического братства. Его необычный фасад полностью покрыт более чем 8000 кусочков древесины, найденной на побережье. Сегодня там находится туристический информационный центр. Много сувенирных магазинов. Музей. Музей бесплатный, надо только донейшн сдавать. Кстати, вот это Баранов, он первый правитель был Аляски, а Александр II продал Аляску за 7 200 000 долларов. На эти деньги они построили железные дороги. Самовар, еще один самовар. Видите, еще написано Александр Баринов, Lord of Alaska. Этот стенд посвящен периоду золотой лихорадки. Девочки, которые в борделях работали, первые поселенцы, вот слитки золота, как они его здесь мыли. Здесь много таких разных бивней с разными гравировками, которые выражают исторические события Аляски. Какое искусство. Все истории изображены. Смотри, как газеты, надо же. Я не знаю, как они в таких условиях выживали. Мы сегодня погуляли по городу, да и уже холодно нам. Ой, здесь очень жарко. Ну это в музее жарко, а на улице холодно. Так сейчас май. Они же круглый год жили, работали. Это уже бивень мамонта. Это мотив старинный, а с этой стороны красный. Это огонь для уборки снега. Скульптура. Показано, как местный коренной житель показывает дорогу старателю. Это жареный хлеб, и, наверное, знаменитый. Пахнет вкусно, такая очередь. Жареная лепешка из дрожжевого теста, как на беляши. Ее распластали и потом с сахаром. Не, ну пахнет вкусно, я просто я не съем целый. С корицей. С корицей пахнет корицей. Да. Мы зашли еще в музей. Здесь показано, как мыли золото. Где мы сегодня были, вот на этом перевале, каждому нужно было взять оборудование, еды на тонну. И они вот это должны были перетаскивать на себе. И там стояла канадская полиция, и они не разрешали налегке перейти через этот перевал. Так они шли. Кто-то нанимал местных, а кто-то сам на себе все перетаскивал. Это, наверное, показано, что вот витаминов не хватало. Это вот то, что они ели, поэтому они зубы теряли и разными болезнями болели. Вот на этом стенде показана разница. Как здесь все изменилось за столько лет.
чертежам не сохранились. Вот по этой дороге мы ехали в прошлый раз. Здесь показано, в каких ящиках и мешках перевозили золото. Мы отходим от Скагвея. Это была наша последняя остановка на Аляске. И мы держим курс на Викторию. Один день мы проведем в море. И послезавтра будем в Канаде. 4 круизных лайнера сегодня были в порту. Поэтому было очень многолюдно. Отсюда видно, что город положен в ущелье. А это вот видно отплытие из ресторана. Пришли на ужин. Моя компания ужинает. Мы покидаем Аляску. К вечеру наконец-то распогодилось, и открываются невероятные виды на горы. Я просто не могу остановить съемку. Эти пейзажи завораживают. Но пора прощаться с Аляской и с вами. Всем пока. Увидимся в Виктории.